последнем видео по аниме «Противостояние святого» получилось немного запутанно. Попытаемся разобраться в темах сфер и предела. Это получается видео разбор на разбор. Итак, если коротко, есть 3 области сфер, каждая из которых может иметь навыки, что отличаются между собой. Область сфер – это состояние сознания, а сферы – это созданные техники. Сфера Цзы красной молнии – это сила предела, как у Ван Линя. Остальные сферы Цзы нет. На этих отличных картинках можно понять, как они располагаются в мире противостояния святого. Всего существует 3 царства или области сфер. Сфера Цзы – олицетворение смерти, сфера Ши – олицетворение жизни и сфера Дао – олицетворение самой пути. А уже эти сферы имеют свои виды, например, сфера Цзы красной молнии, пятицветная сфера Цзы и так далее. У Ван Линя это сила предела. И возникает главный вопрос, как Ван Линь ее получил? Когда сильнейшие существа создают собственную вселенную, они вводят особые правила для этого мира. Эти правила Создателя называются «воля небес». Все живущие в этом мире должны жить по этим законам. Но что, если появится человек, который захочет нарушить эти правила и решит пойти своим путем, наперекор законам Вселенной? Тут уже приходит на помощь защитная система под названием «Возмездие небес». Эта система создана только для одной цели – уничтожать все, что нарушает волю небес. Это не то же самое, что небесное испытание, потому что переводчики иногда ошибочно используют испытание небес для возмездия небес. Испытание создается только для того, чтобы испытать человека определенного уровня. Если испытуемый проходит, испытание небес пропадает. Однако возмездие небес – это наказание человека, нарушившего законы Создателя мира. Оно не пропадет, пока не уничтожит цель, либо не израсходует всю свою энергию. Создатель Вселенной помещает в возмездие сильные техники уничтожения. Они могут быть в виде молнии, как это бывает во многих произведениях. Но также в возмездие небес можно поместить технику из царства сфер. Хотите смотреть любимые аниме в отличном качестве? Загляните на Каноха ТВ. Здесь все новинки аниме, быстрая загрузка и удобный интерфейс. Ссылочка в закрепленном комментарии. И как раз создатель этой вселенной использовал для своей системы защиты технику сферы Цзы. Но сфера Цзы являлась лишь ограничителем для более слабых культиваторов, в чьих сердцах зарождалась воля противостояния небесам. Ее цель заключалась лишь в том, чтобы ограничить дальнейшее совершенствование в культивации и уберечь мир от потенциальной угрозы, а не убивать их. Таким способом воля небес избавлялась от угроз, которые в будущем могли стать бедствием для этого мира. Поэтому в аниме сфера Цзы называется «уровень предела». Когда Ван Линь нашел сферу или жемчужину небес и нашел там сильного мастера Сытунань, тот научил его запретной технике, связанной с энергией инь, желтый источник. Ее было опасно изучать, так как была вероятность вызвать гнев воли небес, поэтому Сытунань предостерег Ван Линя, чтобы он был осторожнее. Эта техника была полезна настолько, насколько и опасна. Она способна ускорять создание золотого ядра. По мере продвижения в изучении этой техники, Ван Линь ощущал присутствие сферы Цзы. Однажды, когда Ван Линь стал свидетелем смерти своей семьи, он впал в отчаяние и потерял контроль над техникой инь «желтый источник». Эта техника полностью раскрыла свой потенциал, и воля небес поставила ограничения в сознании Ван Линя в виде сферы Цзы. Хоть он полностью раскрыл технику инь и был даже усилен силой предела, но дальше уровня ядра развиваться у него больше не было возможности. Это своего рода наказание и ограничение воли небес. Когда Ван Линь умирает и снова обретает сознание в нирване, царстве блуждающих душ, он возвращается в реальный мир и пытается выйти из поля боя. Барьер не пропускает в мир живых. Ван Линь начинает бороться с барьером, теряет все свои защитные артефакты и получает прямой удар от барьера прямо в духовное сознание, и оно разбивается на многие осколки. В этот момент на помощь приходит сфера Цзы, сила предела. Хоть сила предела и ограничивает культивацию человека, но и сама зависит от его жизни, поэтому заново собирает осколки духовного сознания Ван Линя. За время пребывания в царстве блуждающих душ Ван Линь поглотил большое количество этих самых душ, и по этой причине его духовное сознание стало огромным. После каждого уничтожения духовного сознания силой барьера и последующего восстановления сферой Цзы оно становилось меньше, но качество этого духовного сознания становилось все более лучше. Именно по этой причине Ван Линь, обычный культиватор без особых талантов, смог быстрее постигать смыслы дао
Сила барьера и сила предела стали для Ван Линя как молот и наковальня. Под давлением этих сил, сила предела и сознание Ван Линя начали сплавляться между собой, и как результат разум Ван Линя стало разумом предела или духовным сознанием сферы Цзы. После того, как они объединились, Ван Линь получил контроль над сферой Цзы. Именно по причине этого разум Ван Линя стал разумом предела, и он теперь сможет убивать кого угодно. Сфера Цзы ограничивала культивацию человека, но в то же время имела максимальную мощь от уровня владельца. Именно по этой причине сила предела могла уничтожать людей, только находящихся на одном и том же уровне, что и владелец, невзирая на ранги. В конце 62-й серии Ван Линь решил избавиться от сферы Цзы или силы предела, чтобы она не мешала ему в дальнейшем развитии. Ван Линь разделил свою душу на две части, тем самым образуя два сознания в двух телах. Раньше его сознание просто прыгало из одного тела в другое, и второе тело из первого вырвало сферу Цзы на долгое время. Про саму природу возникновения сферы Цзы красной молнии Ван Линя автор ничего не сказал, но эта сфера Цзы является частью одного существа, без которого всего этого не было бы. Способность техники сферы Цзы, как и остальные сферы, зависит от создателя. Помимо сферы Цзы красной молнии, как у Ван Линя, в книге показывается еще два вида. Эти сферы Цзы были созданы тоже другими людьми, и они не являлись частью возмездия небес. Помимо Ван Линя, владельцем сферы Цзы красной молнии есть и другой человек, его зовут Цин Шуй. Он получил сферу Цзы примерно так же, как и Ван Линь, через ограничение предела, а не после постижения смысла смерти. Природа возникновения сферы Цзы красной молнии и красных молний из возмездия небес имеют один корень. Поэтому Ван Линь смог контролировать ту часть силы небесного возмездия, которую флаг успел впитать в себя, когда возмездие появилось, чтобы уничтожить его. Очень интересная информация, как всегда, спасибо, Казбек, за полезный материал. Если у вас возникли вопросы, пишите в комментариях, знатоки вам ответят. Но теперь стало понятнее, откуда у Ван Линя такая сила и способности. В следующем видео поговорим о двух телах Ван Линя. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.